Друзья, всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. На днях моему сыну Александру исполнилось 5 лет. Он ходит в славянский детский сад. И сегодня я решила вам рассказать про славянские детские сады. Все самое интересное и самое полезное. Начнем с того, что декретный отпуск длится 1 год. И маленькие дети уже с 1 года могут отправиться в детский сад. Группы в Словении разновозрастные. В группах дети от 1 до 3 лет, от 3 лет до 6 лет. Есть группа от 2 до 4 лет. В саду, как правило, в группе 2 воспитателя, главный воспитатель и помощник. Если дети совсем маленькие, то есть еще и нянечка. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок пошел с 1 сентября в детский сад, то нужно заблаговременно написать заявление. Можно электронно, можно просто прийти в детский сад и написать на месте это заявление. Это очень быстро делается. Потом вы ждете подтверждения, когда придет письмо с подтверждением из детского сада, проходите медосмотр, делаете необходимые по возрасту прививки. Если не будет уважительной причины о том, почему не сделаны прививки, ребенку могут отказать в детском саду. То есть его без прививок, скорее всего, в детский сад не примут. Имейте это в виду, это очень важно. Значит, что еще хочу отметить? Государственные детские сады в Словении платные. Максимальная сумма ежемесячная за детский сад составляет больше 500 евро в месяц. Но, как правило, никто полную сумму не оплачивает. Очень редкие семьи могут позволить себе оплачивать всю сумму. Рассчитывают скидку детский сад в зависимости от того, какие зарплаты у родителей, сколько иждивенцев в семье, работает ли мама или, может быть, не работает, наоборот, отец, а только мама работает, сколько детей в семье. Все факторы учитываются и из этого делают расчет. Например, мы никогда, естественно, не платили такую большую сумму. Сейчас мы оплачиваем детский сад примерно около 100 евро в месяц. В эту сумму входит также питание. Питание в детском саду 4-разовое, 2 завтрака, ранний завтрак, поздний завтрак, обед и полдник. Меню достаточно разнообразное. Я зашла специально, посмотрела наше меню нашего детского сада. Оно очень интересное. Там и мясные блюда, и рыбные блюда, и каши, и супы. Фрукты различные по сезону получают дети. Например, сейчас сливы, виноград, скоро будет уже хурма, будет сезон, персики. Очень много фруктов получают. Помимо этого, детям дают мороженое и еще дают булку с паштетом. Из напитков обычно это молоко, но не горячее, как в нашем детстве, а такое нормальное, обычной комнатной температуры. Воду, несладкий чай, какао, вода с лимоном. Для маленьких детей и детей с аллергией у них свое особенное меню. Написала большой конспект, информации очень много, буду немножко в него заглядывать, потому что всю информацию невозможно удержать в голове. Наш детский сад работает с 7 утра до 4:30, но в 7 утра для нас нет необходимости водить ребенка в детский сад. Наш рабочий день начинается позднее, и поэтому мы своего сына отводим в детский сад примерно в 8:20 к завтраку. Дальше, что еще хотела сказать. Конечно же, в детском саду есть дневной сон, но он немного отличается от дневного сна, от российского дневного сна в садах. То есть здесь нету в таком привычном понимании кроватей, нету постельного белья, подушек, вот этого ничего нет. Есть такие носилки, вот реально в прямом смысле носилки, прикреплю вам фотографию, чтобы вы посмотрели.
Эти носилки убираются каждый день в такой стеллаж, и так вот друг на друга они вставляются. Нету никакого постельного белья, нету подушек, не нужно ребенку раздеваться для тихого часа. Это все нет в этом необходимости. И ребенку также не обязательно спать. Если он не хочет спать, то никто его не будет ругать, никто не будет ему говорить, чтобы он закрывал глаза. То есть такого здесь нет. Либо он будет спокойно лежать с открытыми глазами, если ребенок, например, постарше и действительно уже не спит и дома, то ему могут даже просто разрешить поиграть тихо, никому не мешая. Еще одно большое отличие от российского детского сада. Здесь воспитателем может быть не только женщина, но и мужчина. Здесь это норма. Например, в этом году моего ребенка в детском саду воспитатель мужчина. Дети его очень любят, он находит отлично с ними общий язык, играет на гитаре, устраивает им театры, читает книжки, делает поделки. Например, они недавно были всей группой, можно сказать, в путешествии, в таком небольшом путешествии. Они ездили на природу, и потом наш воспитатель, он создал такую книжку, где записывает, прикрепляет фотографии с этой поездки, описывает, что они там делали, чем занимались, все это так разукрашивает вручную, подписывает. То есть так вот очень интересно, привлекает к этому, естественно, детей, они вот этим вместе занимаются. Также каждый день вот у каждого родителя есть свой личный кабинет, и каждый день нам, родителям, приходят туда отчеты, чем сегодня дети занимались, что они нового узнали, что они нового сделали. И их часто фотографируют и отправляют нам также фотографии. В детском саду празднуют различные праздники, Хэллоуин празднуют Новый год. Когда дети уже в более старших группах, вот как сейчас Александр пошел в последнюю группу перед школой, в таких вот уже старших группах дети выезжают в лагеря, уезжают на несколько дней, могут на море уехать, например, с садиком со своим, или еще куда-то поехать. Также раз в год устраивается такая пижамная вечеринка, когда дети остаются с ночевкой в детском саду. То есть вот такой вот праздник им устраивают. И им это необычно, новый такой опыт, и очень интересно. Но это, как я уже сказала, это для детей более старшего возраста. Еще, значит, что хочу сказать, у детского сада нету такой обязанности обязательно научить вашего ребенка читать, писать, буквы, считать. Такой обязанности у детского сада нет. То есть ваш ребенок пойдет в школу, скорее всего, он не будет уметь ни читать, ни писать. И уже в школе его уже научат и читать, и писать. Как правило, здесь нету такой гонки, что обязательно нужно выучить ребенка читать и считать до школы. Дети идут с 6-летнего возраста в 1 класс, и в 1 классе их всему научат. Еще хочу заметить, что в детском саду работает психолог, и психолог может дать какие-то конкретные рекомендации по вашему ребенку, если они необходимы. То есть либо вы сами можете обратиться к психологу, чтобы получить, например, обратную связь, либо, если действительно есть какие-то проблемы, и в садике воспитатели там это заметили, психолог перепроверил это все, могут обратиться к родителям и, например, сказать, что ваш ребенок не готов пойти 6 лет в школу, ему стоит задержаться в саду еще на 1 год.
В этом нет ничего страшного, это абсолютно нормальная процедура, здесь этим никого не удивишь. Есть родители, наоборот, которые сами не хотят рано отправлять детей в детский сад и добровольно оставляют детей еще на 1 год в саду. Вот, мне кажется, я такие основные моменты, в принципе, все вам рассказала. Друзья, решила дополнить свое видео рассказом о том, как поздравили ребята Александра с днем рождения в детском саду. Наш воспитатель Матьяш раздал каждому ребенку лист А4 и попросил нарисовать рисунок для Александра в его день рождения. И потом, значит, все эти рисунки были собраны в один альбом и подарены Александру. Значит, как вообще проходил сам день рождения? Детей посадили за стол, налили им напитки, напитки обычные, то, что они каждый день пьют в саду, ничего не нужно дополнительно покупать или приносить в детский сад. Значит, перед Александром поставили торт, но торт не настоящий, а из папье-маше. Его сделала помощница воспитателя Аленка. И он у нас в группе такой, является таким атрибутом дня рождения. То есть его ставят на стол именно в день рождения. Александра посадили во главе стола, перед ним, значит, стоял этот торт. На торт установили настоящие свечки. Дети спели для Александра песню «Усе найбольше за те». Это аналог песни «Happy Birthday to you», то есть с днем рождения Александр. Потом они похлопали в ладоши, и Александр затушил задул настоящие свечки. После этого Александру вручили подарок, этот альбом. Вот посмотрите, как он выглядит. То есть здесь собраны все рисунки от детей. На обложке написано «Всего наилучшего Александру в его 5-й день рождения». Подпись идет «Дети из группы Bright». Bright – это название нашей группы. По центру фотография, где Александр задувает свечки на своем праздничном торте. Объясню, почему торт искусственный. Настоящий торт нельзя приносить в детский сад, потому что есть дети, у которых есть аллергия или непереносимость к каким-то компонентам. Не должно быть никому обидно. Поэтому на каждый день рождения достают вот этот вот специальный торт, игрушечный торт для детей. То есть это такая игра. И вот посмотрите, я вам сейчас покажу интересные такие рисунки, которые были нарисованы для Александра. Вот посмотрите, вот здесь вот девочка, она, значит, нарисовала Бэтмена. Сверху напечатано «Драги, дорогой». Александр она написала своей рукой, как смогла. Дальше идут пояснения. Пояснения вот уже пишет наш воспитатель. То есть он у каждого ребенка спросил, что ребенок нарисовал, кого ребенок нарисовал, что он имел в виду, что он Александру желает. И вот здесь уже такие пояснения написаны. Здесь, значит, Иза нарисовала Бэтмена, и Матьяш прокомментировал. Нарисовала Бэтмена, потому что он самый лучший герой для мальчиков. Покажу вам еще пару рисунков, которые такие, ну, как мне показались, такими забавными, очень забавными. Например, вот Якоб нарисовал семафор. Семафор – это светофор. Он нарисовал, значит, самолет, автобус. И еще он нарисовал дяденьку, который курит. Вот такой вот он рисунок решил нарисовать Александра на день рождения. И подписал Якоб. Ну, подписал так неразборчиво, что тут Матьяш немного прокомментировал, что это все-таки Якоб, чтобы мы поняли, что это был Якоб.
Вот. Один мальчик, Филипп, нарисовал нашу семью, как он ее видит. Вот. И, значит, Матеш прокомментировал, что Филипп нарисовал семью Александра. И тут дальше идут пожелания, что Филипп желает нам. То есть такие очень интересные, забавные детские рисунки. Взрослым может показаться, что это что-то такое незначительное, но на самом деле для ребенка это очень-очень важно. Он пришел радостный домой, очень гордится этим альбомом, часто его листает и показывает нам. Они называют воспитателей по имени и просто на «ты». Обращаться, выкать взрослым людям, их научат уже в школе. То есть в школе им уже объяснят, что ко взрослым нужно обращаться на «вы». Но так как здесь нету отчеств, то и в школе дети обращаются к своим учителям просто по имени и на «вы». Если ребенок забыл, например, имя учительницы или оно слишком сложное для запоминания, то он может просто обращаться к ней учительница или учитель и на «вы». Вот, ребята, мне кажется, что я собрала для вас все самое интересное и важное. Жду от вас новых идей. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайк. До новых встреч!